Давным-давно, в далеком Вавилоне, царь решил сделать шикарный подарок своей жене, царице Амитис. Роскошный город, каких еще не бывало до этого. Для этого он нанял 2 лучших архитекторов и предложил им соревнование. Чей город будет лучше, тот и войдет навсегда в историю Вавилона. Всем привет! Вы на канале Geek Media, меня зовут Саша, и сегодня на обзоре архитектора Амитис. Семейная игра на двоих, в которой вы берете на себя роль этих архитекторов. В этой игре мы будем планировать свой город, выставляя на него цветные тайлы. И не абы как, а стараясь сформировать цветные узоры, проекты для которых у нас есть в начале игры. За выполнение проектов каждый игрок будет получать победные очки в конце игры. Также он их получит, успешно играя в крестики-нолики на общем поле. Об этом подробнее далее. В свой ход игрок берет тайл и перемещает его на свой планшет. На каждом тайле изображена уникальная постройка, у которой есть свои свойства, дающие победные очки прямо во время хода. Чтобы не запутаться, у каждого игрока есть карточки-подсказки, которые описывают свойства каждой постройки. Эти уникальные свойства по-разному будут помогать вам в вашей игре. Например, если я возьму тайл с резиденцией, она даст мне по 2 победных очка за каждое здание того же цвета, что и резиденция, включая ее. То есть сейчас у меня на планшете 4 победных очка. Или, например, если я возьму тайл с изображением дворца, я получу дополнительный проект. И вот теперь у меня есть новая цель, которую я могу преследовать. Но как же мне эту цель выполнить? Чтобы выполнить проект, вам нужно создать подобный узор на своем планшете. Причем проект можно перевернуть, главное не зеркалить. У вас нет особо ограничений по тому, как расставлять тайлы на планшете. Вы можете их поставить хоть в противоположный угол, хоть поверх старых тайлов, формируя новые узоры поверх старых. После выполнения проекта я показываю карту своему противнику, и после того, как мы убедились, что все правильно, откладываю этот проект до конца игры, когда мы будем подсчитывать победные очки. Как вы понимаете, чем больше проектов я выполню, тем больше победных очков я получу в конце игры. Но это не единственный способ получить очки. Важным местом является общий планшет по центру поля. Но брать тайлы из банка вы будете не просто так. Каждый раз, когда вы это делаете, поверх стопки вы кладете своего архитектора. Ваш оппонент будет делать то же самое. И оба вы будете стремиться к тому, чтобы завершить горизонтальный, вертикальный или диагональный ряд, как в крестиках-ноликах. Но все это не забавы ради. Дело в том, что это очень нравится царю Вавилона, и за это он выдает нам свою благосклонность, эквивалентом которой становятся победные очки в конце игры. Факт получения очков мы фиксируем на этом небольшом планшете своей фишкой. Ставим ее в любую свободную зону. Важно знать, что в каждой зоне может быть только одна фишка, то есть поставив ее сюда, мой оппонент не сможет поставить свою в это же место. При этом выставить фишку вы можете в любую свободную зону. Но учитывайте, что каждый из них дает разный бонус. Например, поставив фишку сюда, я получу по 6 победных очков за каждую стопку из 4 тайлов на своем планшете. Вот, например, вот так. 6 победных очков. То есть, выигрывая в крестики-нолики, вы ставите себе дополнительную цель на получение победных очков в конце игры и можете получить их, даже не выполняя много проектов. Но совместив это с проектами и с бонусами от построек, может получиться очень много победных очков. То есть игрок в свой ход выполняет следующие 4 действия. Первым, если у него получился ряд, либо на поле уже стоит 4 архитектора, он их забирает обратно в руку. Далее он выставляет понравившийся тайл себе на планшет и пользуется эффектом от постройки на нем. Ставит архитектора и, если у него получился ряд, получает благосклонность царя. Игра заканчивается, когда в 2 стопках не осталось тайлов. Вы подсчитываете все победные очки и определяете победителя. Итак, ваш город разрастается, очки накапливаются, но какой именно опыт вы получаете как игрок и кому действительно подходит эта игра? Сейчас разберемся. Игра в первую очередь семейная, и мне кажется, отлично справляется с тем, чтобы оставаться на оптимальном уровне сложности для того, чтобы подходить для игроков разных возрастов. В свой ход здесь постоянно приходится расставлять приоритеты. Вот сиди и думай, делать тебе цветной узор, либо выполнять ряд, либо мешать своему противнику сделать ряд ценой того, что тебе самому придется взять не совсем удобный тайл. Механики несложные, но то, как они переплетаются друг с другом, это делает игру интересной. При этом нельзя сказать, что игра детская. Мне нужно довольно много считать, следить за действиями оппонента и, конечно же, планировать наперед.
Отдельно хочется отметить, что игра довольно дружелюбна к ошибкам. Поверх тайлов всегда можно положить новые. Проект можно выбрать другой. Либо вообще на какой-то момент не выполнять их и получать победные очки при помощи эффектов построек и благосклонности царя. Партия длится примерно 30 минут. И темп игры спокойный, но не медленный, что делает ее очень подходящей для неторопливых вечеров с ребенком, с супругой или с другом, который не очень близок к миру настольных игр. Так что если вам интересна игра на двоих с элементами пространственных головоломок, вам может понравиться архитектор и Амитис. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!